в Москву 12 сентября. Боец с львиным сердцем возглавит юбилейный 10-й турнир Open FC. Спартанян закончен. 10. Слишком много недосказанного. Впервые на российской арене боксер и боец ММА встретятся, чтобы помочь. Руслан Проводников, Али Багаутдинов. Пришло время поговорить на чистоту. 11 сентября в музыкальном баре «Мумий-тролль» Руслан Проводников и Али Багаутдинов встретятся в бескомпромиссной словесной битве. Настоящие мужчины встретятся лицом к лицу. Вопросы зрителей, горячие вопросы журналистов и правда, которую все хотят узнать. Драться, чтобы спасти. Ведь за их крепкими спинами стоит ребенок, который нуждается в помощи. Смотрите на нашем YouTube-канале. Слишком... Друзья, добрый день всем! Я очень рада вас приветствовать в музыкальном баре «Мумий-тролль». Очень-очень рада вас всех сегодня видеть. Спасибо, что сегодняшний день, плавно перетекающий вечер, вы решили провести вместе с нами. Я обещаю, что будет очень интересно, и вы не пожалеете. У нас прекраснейший повод для сегодняшней встречи, и даже не один. Ну, во-первых, уже завтра в Vegas City Hall Лига Open FC проведет свой 10-й юбилейный турнир. Карт будет бомбовый. Сегодня все подробности мы узнаем лично от бойцов. Ну и второй повод, и сразу замечу, что они абсолютно равнозначны. Это давно нашумевшая история вокруг поединка Руслана Проводникова и Али Багаутдинова. Сегодня на наших с вами глазах уже примет документальное подтверждение. Вот с нее я и предлагаю начать. Готовы? Прежде чем я приглашу гостей сюда, ко мне, я хочу вам напомнить, в принципе, всю предысторию, ну и о бойцах напомнить тоже. Итак, внимание. Доброе утро, товарищи. Начинаем заниматься гимнастикой. Руслан Проводников, 37 лет, экс-чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории. В октябре 2013 года забрал пояс у Майка Альварадо, но уже в следующем году утратил его в схватке с Крисом Алджиери. Поединок с Тимоти Брэдли за зрелищность, жесткость и бескомпромиссность был признан лучшим боем 2013 года. Не выходил на ринг, а может и не стоял в спаррингах с 2016 года. Али Багаутдинов, 36 лет, один из первых российских бойцов, получивший возможность драться за титул UFC, но уступил его Димитриусу Джонсу. До UFC выступал в Fight Night, предыдущие два поединка провел под эгидой Brave, идет на серии из 2 побед в промоушене. Скоро предстоит 3-й бой. И тем не менее не сидится Али Багаутдинову в клетке, он решил выйти на ринг, бросив вызов сибирскому Рокки, который как раз-таки засиделся вне ринга. Свели двух бойцов президент Лиги Open FC Александр Гурьянов и партнеры его. Несколько телефонных звонков и вуаля, сегодня контракт на бой будет подписан, а дата и место. Добрый день. Руслан Проводников, боксер и наш любимый сибирский Рокки. Мы приглашаем вас сюда на сцену. Вы думали просто так отстояться там? И не менее любимый боец смешанных единоборств Али Багаутдинов. Али, присаживайтесь. Кроме этого, партнер в организации этого поединка Евгений Фридман, генеральный директор компании «Сымитек». Евгений, мы вас приветствуем. Александр, ну, разумеется, сегодня мы собрались, чтобы узнать всю конкретику. Вот, можно вам слово? Расскажите, как идет подготовка? Руслан готовится. Али, между прочим, тоже уже снял пиджак. Слово Александру Гурьянову. Александр Евгеньевич, как идет подготовка к организации боя? Добрый вечер, друзья. Для того, чтобы поединок состоялся, у нас есть практически все. У нас есть дата, есть площадка, есть 2 действующих лица этого мероприятия и есть генеральный партнер. Поэтому я думаю, что если все сложится так же хорошо, как все начиналось, мы сделаем большое
спортивное мероприятие и проведем, на мой взгляд, такой уникальный спортивный вечер в Москве 18 декабря и поставим жирную точку в уходящем 2021 году. Да, спасибо. Руслан и Ален, к вам одинаковый вопрос. Уже начали готовиться, ну и во всяком случае команда хотя бы определена. Али, вы взяли микрофон первым. Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Спасибо, что нашли время и пришли поддержать и, так сказать, осветить нашу пресс-конференцию. Руслан и Али Багаутдинов – это, можно сказать, бой века. Очень долго к этому шли. Сейчас перейду к вопросу вашему. Да, я уже давно начал подготовку, с тех пор, как появилась эта идея о поединке с Русланом. Я начал готовиться. Я провел 2 поединка по боксу. Чувствую себя хорошо. Иду без поражения. Иду без поражения, поэтому будем готовиться, но у нас еще время есть 3 месяца, 3,5. Будем настраиваться и готовиться на все 100%. Хорошо, потом будут подробные вопросы. Руслан, вам слово. Спасибо большое. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Здорово, дорогие друзья. Здравствуй, Алишка. Ребят, огромное вам спасибо, что вы не остались равнодушны к этому скромному событию, что вы пришли на эту пресс-конференцию пообщаться, задать вопросы. Крайне благодарен вам. Отвечая на ваш вопрос, ну, я, наверное, на протяжении 5 лет готовлюсь, я все жду, я знал, что рано или поздно мне поступит какое-то предложение, от которого я не смогу отказаться. И вот, наверное, вот этот бой, это как раз-таки вот то предложение, вот, ради которого, наверное, я 5 лет себя держал в прекрасной форме, вставал в 3-4 утра и бегал. Поэтому, ну, подготовку еще, скажем так, не начал. Я планирую начать, наверное, за месяца 1,5, в середине где-то октября, наверное, уже плодотворно прямо. Тренировочный лагерь будет проходить в Екатеринбурге, в спортивном комплексе «Ратиборец», вот, лицом которого я являюсь, с моей командой, с которой я прошел вот этот, ну, скажем так, не такой уж длинный путь, 10 лет в профессионалах, но могу сказать, что, наверное, яркий. Так что сегодня, кстати, прошел один из этапов моей подготовки. В 5 утра я пробежал со всеми желающими по набережной Москвы. Человек, наверное, 60, наверное, может и больше пришло. Сегодня в 5 утра даже был маленький ребенок, 8 лет, с папой пришел и пробежал тоже 10 километров. Так что я готов и я жду. Участников сегодняшней утренней тренировки, пробежки мы, кстати, видим здесь в зале. Ребят, кто сегодня был, ну-ка, покричите. Это, я так понимаю, все болельщики за Руслана, правильно? Болельщики Али, кто здесь? Где вы? Али, вы представляете, какая... Так, ребят, а насрать. Руслан за словом в карман не полезет. Кстати, можно я вам признаюсь? Партнер компании Пинап, промоутерская букмекерская компания Лиги Open FC. Кстати, помимо прочих ставок на турнир, который пройдет завтра, я еще хотела сделать ставки на сегодняшнюю пресс-конференцию. Да, они говорили, что Руслан однозначно ответит хотя бы раз на вопрос стихами. И мы их поддержали в этом, а, видимо, не зря ставка сыграла. Али, может быть, вы ответите в стиле Руслана? Мы будем рады. В стиле Руслана не знаю, но вот про 3 утра встать в Москве я хотел бы добавить чуть-чуть. Пожалуйста. Руслан, я не оставил без внимания твой вызов. Я видел, что ты меня вызывал в 5 утра встать и пробежаться. Но я тебе хочу сказать, что Москва – это вообще другой мир. Здесь в 3 утра готовятся ко сну и в 5 утра только засыпают. Поэтому, к сожалению, ты уж извини меня, к сожалению, давай лучше часов в 10 соберемся как-нибудь. Согласны со мной, нет? Где поддержка?
Алину, а как же стихотворение-то? Высоцкого, Есенина, Астаха. Окей. Пока Али настраивается, я расскажу стихотворение. Актуальную, московскую, ребят. Да, зря вы не поставили. Роберта Рождественского. Ну, раз уж уже... А сколько, кстати, поставили букмекерская компания? Коэффициент вообще просто бомба. Да? Все, тогда все деньги, которые букмекерская компания, там, я не знаю, кто там выиграл, пойдут все на благотворительность. Ребят, прислушайтесь. Как вешняя река текут года. И выбросив утиль язык из опа, я вам скажу, не будет никогда универсальнее термина, чем жопа. Пусть не нашлось ей места в словарях, она висит под поясницей гордо. Все говорят о сердце, о мозгах, оставьте. Жопа – самый главный орган. Терпение, усидчивость и символ, в ней боль и радость, тайна бытия. И чтобы не надрали вашу сильно, лизать чужую учат не тая. Грамматики законом не подвластна, не ею, а на ней или в ней сидим. Она как родина, настолько, брат, прекрасна, что вылазить из нее мы не хотим. Она как верная жена, всегда с тобою. Она совсем как русская душа. Попробуйте сказать к она минуя. Мы возразим, нет, наша хороша. Дух приключения, что царит в отчизне, находит воплощение мне свое. У русских жопа – это образ жизни, и делается все через нее. Все жопой чувствуем, всех в жопу посылаем, все через жопу делаем дела. Как банный лист мы к жопе прилипаем, пока нас жизнь за жопу не взяла. Ну браво, ну стоит же поаплодировать, правда? Роберт Рождественский в исполнении Руслана. Вопрос, Евгений, к вам. Расскажите, пожалуйста, как компания «Эксперт» в поставках высокотехнологичного медицинского оборудования вообще в принципе стала причастной к этой истории? И зачем такой сложный путь? Вы же могли просто найти ребенка, который нуждается в помощи, и отдать ему эти деньги. Добрый вечер всем. Как вы уже сказали, наша компания занимается более 15 лет развитием государственного здравоохранения и делает медицину доступной и качественной для людей. И когда Руслан, Виктор и Александр рассказали про идею, мы не смогли пройти мимо, потому что идея очень близка к нашей работе. Мы, развивая здравоохранение, спасаем жизни людей. И по сути этот бой точно так же ради спасения жизни. Поэтому мы сразу же поддержали, и, конечно, для нас именно благотворительная вот эта миссия, она очень важна и ценна. Что касается вопроса, связанного с почему мы это не сделали напрямую, потому что Руслан этим занимается систематически и давно, а каждый должен заниматься своим делом. Мы умеем работать и развивать здравоохранение и зарабатывать. Руслан умеет помогать людям благодаря своему доброму сердцу и некой своей позиции жизненной. Поэтому мы именно таким образом и поддержали. Спасибо вам, потому что мы тоже благодарны, благодаря в том числе и вам состоится этот поединок. Вообще я хочу сказать, что сейчас поскромничали и Руслан, и Али, говоря о том, что ну вот, вроде бы еще есть 3 месяца, мы будем готовиться, вот только этим начинаем заниматься. Активно они уже это делают в своих социальных сетях. Мы же следим, мы же все видим. Вы тоже подписаны на Руслана, Али. Давайте посмотрим, как они там развлекаются. Все, в декабре я по тебе точно не промахнусь. Дай бог поменьше рваных ран. У меня сегодня дома делается ремонт. И мне как раз не хватает рабочих. Я ринусь в бой, достойной схватки. Последний на твой век. Живи и умирай в сей день. Живи и умирай в сей день. Браво, правда? На самом деле, сегодняшнюю пресс-конференцию мы хотим сделать вот такой же яркой, и зрелищной, потрясающей, чтобы все ответы на наши с вами вопросы на самом деле разошлись просто на цитаты, и поэтому все это было разминкой. Сейчас начинается самое интересное. Мы решили собрать самые вопросы, которые будут, может быть, вам неудобны.
для того, чтобы на них ответить. Но, тем не менее, мы решили их собрать и представить в следующем формате. Сейчас ребята мне помогут это сделать. Журналисты, любители бокса, ММА, ваши болельщики, зрители, все написали свои вопросы, и мы сложили их вот в таком виде, чтобы вы сами их вытягивали и отвечали на них. Там есть не только вопросы, сейчас пока ребята ставят, я вам расскажу правила. Есть не только вопросы, есть еще комментарии в социальных сетях, которые вы тоже не можете проигнорировать. То есть отвечать нужно обязательно или комментировать. И остальных участников нашей встречи, тоже Александр, Евгений, вы можете присоединиться, может быть, как-то выступить, может быть, как-то вступиться за бойцов. Это, знаете, сделано для того, что... Да, нормально. Это сделано все для того, чтобы журналисты не всегда могут вот прямо напрямую задать какой-то неудобный вопрос. Сами понимаете, с бойцами же лучше не ссориться, а вот здесь уже никто не отвертится. Итак, Руслан, ваш первый вопрос. Так, Руслан, вы же ответ готовите? Ну, хотя бы озвучите его для... Вы же не забывайте, что я боксер. Еще и плохой боксер. Руслан, вы по сей день выезжаете на прошлых заслугах, в частности, на бой с Тимоти Брэдли. А молодежь этого не знает. А в чем вопрос-то? А, да? Ну, скажу так, что, наверное, бой с Тимоти Брэдли, это, ну, я согласен, что это один, наверное, из самых ярких, наверное, моментов в моей профессиональной карьере. И я на нем не выезжаю. Это, ну, благодаря этому бою просто меня узнал весь мир, и поэтому я ему благодарен, и Тимоти Брэдли этому бою, за то, что я сегодня сижу здесь, перед вами, и скоро у меня состоится бой. Кстати, как раз-таки благодаря ему этот бой состоится. Я хотел это продолжить. Да. Поэтому, еще раз говорю, в жизни не бывает ничего случайного. Так, чисто вот алаверды скажу, Руслан. 16 марта 2013 года, да, я сидел за экраном телевизора и смотрел этот бой. И после того, как подняли руку Тимоти Брэдли, конечно, я не согласен с решением судей. Я видел, как Руслан дрался, как ханты-мансийский лев. Я считаю, что он победил. Вот после этого у меня появилась такая идея, вот такой боксер, да, вот как бы вот мечта вот с ним подраться. И вы начали визуализировать. Да, я начал визуализировать, послал мысли в космос и пожалуйста. Бойся своих желаний. Али, а теперь бойтесь вопроса. Что там, так мало вопросов, да? Очень много. Один из них уже в тупик поставил Руслан. Практически. Озвучивайте. Почему мне такой вопрос попался? Какой? Какой такой? Как вы будете смотреть в глаза другим детям, которым не поможете? Это очень тяжелый вопрос на самом деле. Отвечу так, что когда мне нужна была помощь с моим ребенком, мне тоже не все помогли, на которых я рассчитывал и от которых я ожидал. И я это не воспринимал как злость или как агрессию к тому человеку, которому не смог помочь. Но не смог помочь сегодня, сможет помочь завтра. То есть мы живем, мы продолжаем жить, и я понимаю, что вот этим боем, ну сколько мы там соберем, миллионов 10, 15, 20, пусть 50, мы все равно всем не сможем помочь людям и нуждающимся детям, там, те, которые болеют. Но хоть чем-то же мы сможем помочь, хоть какую-то лепту внесем в помощь вот таким детям, которые нуждаются. Поэтому делайте такие вот благотворительные бои, чтобы охватить больше и помочь больше. Я лично вот с Русланом призываю к этому. Давайте делать вместе добро.
Спасибо вам за откровенность, Али, в том числе и потому, что вы рассказываете свою личную историю. Да, на самом деле хочу Али поддержать. Мы всем, правда, да, не поможем, но вот этим мероприятием мы сделаем что-то большее. Мы, возможно, сдвинем какую-то вот эту вот черту безразличия и повернем, возможно, людей в правильное русло. Понимаете? Вот она главная цель, чтобы люди немножко посмотрели в другую сторону, что делать добро — это, правда, ребят, легко и просто. Спасибо, Руслан. Ну, следующий вопрос. Руслан за счет боя может в Госдуму... за счет боя Руслан за счет боя может в Госдуму попасть? Ребят, я бы, если честно, я сейчас не хочу, конечно, говорить громких слов, но я бы мог и сейчас пойти в Госдуму. У меня была такая мысль, но я ценю свою свободу. Я ценю свою свободу. Я не хочу сидеть в кабинете. Для меня, я сегодня депутат окружной думы, зампредседателя Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера, член Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Ребят, я не кабинетный работник. Я 3 дня в месяц нахожусь в Думе, у себя в кабинете, и то прихожу только, чтобы туда раздеться. Я все остальное время нахожусь, ребят, в поле, там, с людьми, по деревням, по зимникам езжу. То есть я не хочу терять эту свободу, я не хочу терять связь с людьми, со своим народом, понимаете? Поэтому, когда у меня появилась такая идея, а может быть, стоит пойти уже дальше, когда мне сказали: Руслан, тогда придется тебе переехать сюда, в Москву, и каждый день с 9 до 6 вечера находиться на работе. Я понял, что нет, я не готов. Поэтому, ребят, будет этот бой, не будет этот бой, я бы без этого боя мог бы сегодня туда пойти. Но для меня свобода, она дороже, и общение вот с людьми, она дороже. Руслан, ну и в любом случае в Госдуму 8-го созыва уже не успеете, 19 сентября выборы. Пожалуйста, Али. Я хочу, кстати, напомнить, Евгений, Александр, вы можете тоже вступаться за бойцов и в случае чего поддерживать их в ответ? Чего вы молчите, я не понял. Али? Конечно. Всем же не терпится услышать. Хоть знакомые буквы уже нужно найти. Вы что, составить. Сразу? Так, сейчас. За репутацию не переживайте, если в нокаут упадете. Если бы я переживал бы за свою репутацию, я бы, наверное, здесь и не сидел бы. Я мужчина, я себя называю мужчиной, как мужчина должен рисковать. Если мужчина не рискует, это значит не мужчина. Поэтому репутация — это как бы, знаете, это вот... даже если я упаду от Руслана, да, и это мне репутацию не испортит. Потому что Руслан не какой-то там дворовой боксер, который выйдет и нокаутирует меня, и будут говорить об этом, что его какой-то там боксер нокаутировал. Да, я, кстати, Руслан, слышал в каком-то интервью, ты говорил, для меня будет оскорблением, если у Али будет возможность нокаутировать меня, и он это не сделает. Руслан, я со всем к тебе уважением, я не буду тебя оскорблять. Я буду делать все, чтобы проявить к тебе уважение. Спасибо большое. И я хочу еще заступиться за Али тоже, вот ответить этому вот человеку, который написал этот комментарий. Если будешь бояться, рискуешь умереть бесславным. Поэтому не очкуй и не бойся ничего, рискуй. Это не тебе, это вот этому писателю. Я понял. Это стихи были, да? Это фраза из фильма «Троя».
Александр, ну а можно вам встречный вопрос? Бой Руслана и Али точно будет не выставочным? Как зрители могут быть в этом уверены? Почему? Сейчас очень много таких просто поединков. Ну, это два действующих, скажем, спортсмена, можно сказать, действующих Али, действующие по ММА. Руслан держал себя в форме, тренировался, и сейчас можно посмотреть на него. И те люди, которые сегодня в 5 утра встали и пробежались, видели, в какой находится физической форме двое ребят. И здесь нет такого, что мы убираем спортивную составляющую. Спортивная составляющая однозначно присутствует в этом поединке. И любой спортсмен, любой боец хочет быть лучшим. И когда он выходит в клетку, он выходит или в ринг, да, он не выходит для того, чтобы отстоять 5 раундов, а для того, чтобы победить. И эта спортивная мотивация быть первым лучшим не даст этому бою быть выставочным. Благодарю. Мы два серьезных спортсмена, по крайней мере, я себя крайне уважаю, я не позволю себе участвовать в таких мероприятиях выставочных, понимаете? Еще раз говорю, если мы выйдем с Али в ринг, а мы выйдем, то это будет все по-честному. Вот поверьте мне. Руслан, следующий вопрос тоже ваш. Руслан, а может провести бой на голых кулаках, а то как-то комфортно для вас будет? Мне уже этот вопрос задавали, и довольно частенько, когда появились эти вот бои на кулаках. Руслан, а вы бы не хотели провести вот такой бой? Я сказал, что, знаете, ребят, если честно, мне адреналина хватало и в ринге. Если бы сегодня я бы хотел бы драться, я бы продолжал бы выходить в ринг. Поэтому, ребят, мне не интересно вот бои на кулаках. Это жестоко очень. Для чего? Ребят, еще раз говорю, даже когда я пришел в профессиональный боксинг и дрался, и показывал вот эти бои, которые у меня были, ребят, это не потому, что мне так это нравилось, нет, а потому что была нужда, понимаете? По-другому прокормить свою семью я тогда не мог. И поэтому вот то, что вы видели, это обстоятельства такие. И когда я почувствовал, что я уже не готов в ринге умирать и показывать те бои, я посчитал, что нужно уйти с ринга. Поэтому я сегодня, ребят, вот 5 лет занимаюсь тем, что вы видите, я бегаю, общаюсь с людьми, с фанатами, с детьми, стараюсь помогать им. То есть, понимаете, я не хочу всю жизнь свою тратить на спорт. Сегодня спорт, он для меня это образ жизни, и это то, благодаря чему я воспитываю своих детей и окружающих, понимаете? А выходить в ринг на голых кулаках для чего? Зачем? Здоровье – это самый главный наш ресурс. Не будет его, не будет ничего. Поэтому вот такой мой ответ. Благодарю. Но доля истины-то все-таки есть в вопросе автора. Для вас это будут более комфортные условия. Али вообще будет лишен даже своего инстинкта борцовского прохода в ноги. С чего вы взяли? Как боец. Нет? Возразите Нет, мне. если у меня... Я уже говорил, что если у меня что-то не по плану пойдет, то... Он будет. Проход ноги точно будет. Хорошо. Единственное, что я хочу Али попросить, чтобы не заходил сзади и не вырывал. Вот это единственное. Я тебе этого не могу пообещать, потому что зайти сзади это все... А в ноги пройти? Хорошо. Али, вам следующий вопрос. Да, у меня руки потеют. Так, Да. еще 3 вопроса. Сколько... Сейчас. Сразу читаю. Сколько денег вы получите за бой? И сколько из них вы отдадите на помощь ребенку? Ну не верят зрители и болельщики, что вы совсем не получите никакого гонорара. Тем более, что можно я просто Это сразу... кто вопрос отдал? Это журналист или зритель, или Журналист. ваш болельщик в том числе. Знаете, журналисты такие вот провокаторы, вот не в обиду будет сказано, но это так на самом деле. Вот мы хотим сделать доброе дело, да, и призываем всех это сделать. Говорим о том, вот я выставил вчера видеоролик, где Руслан говорит, что мы 50% отдаем от гонорара. Я говорю, что мы все отдаем от всего мероприятия в благотворительность. И все равно все ищут какой-то подвох. Вот сейчас, вот, например, приведу по такой пример. Чтобы стать знаменитым, да,
хватает просто швырнуть таксиста, не заплатить ему деньги и куда-то соскочить. Вот это все подхватили из этого человека, сделали звезду. И он вообще везде во всех пабликах, хотя этот человек сидел в тюрьме и вышел оттуда. И за что он сидел, я просто не хочу об этом говорить. А люди, те, которые хотят доброе дело сделать, и неважно, там 10%, 50%, 100% отдадут на благотворительность, ищут какой-то подвох. Вы лучше поддержите нас, поддержите и скажите, осветите это. Вот добрые люди хотят сделать доброе дело, и давайте их всех поддержим. Вот это все освети, вывести в массу, а не так искать подвох. Сколько вы отдадите? Сколько отдадим, столько отдадим. Вот так вот. Александр, да, точно ответит на этот вопрос. Можно, Санька? Знаете, вот, винить этого человека, который прокомментировал так, наверное, тоже нельзя, потому что сегодня жизнь такая. Она вся материальная, и все ищут подвох. На самом деле, да, они не могут поверить, что вот так вот просто два парня выйдут, подерутся и отдадут. Ребят, я правда скажу, что мы отказались от гонораров. Будет расходная часть там, на поездки, на тренировки, на подготовку. Все, что заработает, все, что привлечется, все, кто захочет поучаствовать в этом, все пойдет. То есть мы, чтобы было все прозрачно, чтобы все было честно, сейчас уже переговоры идут, уже согласились фонд Хабенского. Я думаю, что никто не сомневается в его порядочности и честности. То есть, чтобы все было честно, все будет идти, все привлеченные деньги, все будут идти через них. Всех будет. Поэтому, ребят, правда, я не обвиняю этих людей, которые пытаются все равно там найти какой-то вот, знаете, подвох. Потому что жизнь сегодня такая, к сожалению, мне жаль, что ценности сегодня поменялись, что люди просто не верят в добро, что вот, знаете, вот такую добрую вот цель, идею они хотят просто вот как-то омрачить. Ребят, Бог вам судья, дай Бог, мы просто выйдем, сделаем свою работу и все. А дальше уже как хотите, так и воспринимайте. Слово, да. Да, конечно, хотелось бы еще отметить вот момент, вот, к сожалению, то, что нет такого бума продаж билетов на мероприятия, и есть такой вот российский менталитет, все хотят прийти как-то вот на дружеской основе, попросить билеты и поприсутствовать. Это будет первое мероприятие Лиги Open FC, где организаторы не дадут ни одного билета зрителям. И каждый, кто захочет прийти, цена на билеты будет небольшая, но каждый, кто захочет прийти на это мероприятие, должен будет купить и внести свой вклад в это хорошее, доброе дело. Тем самым он станет соучастником вот этого доброго дела, которое мы сделаем 18 декабря. Поэтому еще раз, все, кто хочет помочь, приходите, покупайте билеты 18 декабря, и вы станете частью этого большого доброго дела. Спасибо. То есть конкретно деньги с продажи билетов пойдут на помощь ребенку? Да, полностью. Это может быть не один ребенок. Мы планируем провести на большой арене 7-8 тысяч зрителей. И я думаю, что там 15-20 миллионов – это та сумма, которую организация планирует выручить с продажи билетов. И, может быть, несколько людей будет. Но в любом случае, если фонд Хабенского все-таки захочет принять участие, мы выберем конкретных лиц, людей, нуждающихся в помощи. Это дети, взрослые будет, без разницы, много очень нуждающихся. И отдельным людям поможем. Евгений, а конкретно деньги, которые выделяет компания Сомите, на что идут и в каком количестве? Компания Сомите выделяет на организационные вопросы, как раз на саму организацию боя. Там достаточно еще сейчас смета формируется, и сумма уточняется, но это десятки миллионов. Спасибо вам за десятки миллионов, правда. Руслан, важный вопрос. Руслан, вы всегда говорите, что вы не нуждаетесь в деньгах. А откуда деньги? Все элементарно, ребят, я работаю, я сегодня депутат окружной думы. Зарплата у меня, я могу сказать, 65 тысяч рублей. Так что я живу в Березово, сейчас делаю потихонечку дома ремонт, отдал свою машину крузак на благотворительность, то есть помочь, чтобы школу достроить. Супругину машину тоже отдал, Lexus. Да, ребят, вот я сегодня четвертый год я бегаю
бегаю, потому что крузака нету. Вот, да. Ну, я не жалею ни о чем, я живу вот такими вот ценностями. То есть я не живу материальными ценностями. Хотя, ну, так что есть зарплата, еще раз говорю, 65 тысяч рублей, как бы. Вот я на нее живу, как бы, и слава богу, мне хватает. Ведь счастлив не тот, у кого много денег, ребят. Счастлив тот, кому хватает. А мне сегодня хватает, ребят. Супруга, между прочим, подтвердила, что Lexus ее действительно ушел на благотворительность. Руслан не обманывает. Али, вам вопрос. Я лучше ногу отдам. Мухаммару никогда. Спортивный автомобиль для мужчины. Ну, пожалуйста, Али, помочь? Не хочешь привлечь Альберта Батыргазиева в качестве спарринг-партнера? Вот молодец, а? А мы же недавно видели вашу фотографию с Альбертом Батыргазиевым. Я сейчас расскажу. Может, договорились? Я, честно говоря, не видел, где вы эти вопросы делали, но я бы задал несколько вопросов для Руслана тоже. Мы не против. Так, я скажу, да, мы недавно виделись. Я, кстати, делал дома тоже ремонт и делаю. И проезжает кортеж Альберта. Около дома они едут в соседнее село, Ногайское село. Там народ позвал его, чтобы почествовать, его земляки. Проезжает кортеж и флаги вот эти, ногайские флаги. И мать у меня спрашивает, это что за, говорит, флаги? Я посмотрел, я говорю, это наш, говорю, олимпийский чемпион по боксу проезжает. Наверное, в Сангиши едет. И минут через 10 мне звонят и приглашают на это чествование. Мы, говорят, видели твою машину во дворе, приезжай, пожалуйста, поддержи нас. Я незамедлительно, конечно, все бросил и поехал туда. Там мы увиделись с ним, пообщались, я ему рассказал. Он меня спросил, кстати, как подготовка. Сказал, что с Русланом тоже очень хорошо знаком. Я говорю, Альберт, я был бы рад тебя видеть в моем кемпе в качестве спарринг-партнера. Он мне не отказал, он сказал, вперед, если, но с одним условием, если Руслан не будет обижаться. Руслан. Я человек не обидчивый, как бы, я наоборот только за, если он тебе поможет. Но просто, к сожалению, наверное, он не сможет тебе помочь, так как он талантливый боксер, а я бездарный. А, бездарный, ну... Тебе надо найти вот таких же вот. Ну, такие у меня тоже есть, честно сказать. Поэтому сейчас, через месяц-полтора, он всю свою суету закончит, он приедет и будет где-то 1-2 раза в неделю со мной на спарринг, ну, в качестве спарринг-партнеров. И еще хочу добавить, что Костя Дзю, мой сосед. По-соседски? По-соседски, да. Я его хочу попросить и привлечь тоже к подготовке в качестве моего наставника. Вот. Я надеюсь, тоже не обидишься, Руслан. Ну, теперь вы можете не сомневаться, на самом деле, в уровне подготовки Али. Да. Я же говорю, я сильный человек, а значит добрый. Я, наоборот, буду только за. И сам, если чем-то смогу тебе помочь, я тебе могу помочь. Ну, 1-2 раза в неделю приезжай на спарринги. Так, Руслан, вы смотрели хотя бы один бой Али Багаудинова? Нет, нет. Ну вот вообще, если честно, ребят, даже во время своей подготовки я специально не просматривал бои своих соперников. Я считал, что лишний раз не смотрел, то есть я доверял своему тренеру. Фредди Роуч, потом Джоэль Диас он был, то есть я все получал там, то есть я им доверял. Лишний раз не смотрел и не переживал, не волновался, как бы. То есть вот приходил в зал и делал просто то, что мне говорил мой тренер. Вот и все. Али, а вы в 2013-м сидели перед телевизором и болели за Руслана Проводникова? Ну, я не скрою этого, что я рос на таких спортсменах. Я смотрел Емельяненко, я смотрел много бойцов. Я тогда занимался вольной борьбой, когда я смотрел на другие бои. И матери говорил я хочу драться. Она мне говорила, только попробуй. И вы попробовали? Вот, пожалуйста, я попробовал.
И вам вопрос следующий. Попробуйте на него тоже ответить. Подожди, подожди. Ой. Прочитайте. Ну, Али готов на грязь в поединке? Очень в такой... принципе, вы отвечали на него. Да, я на него отвечал. Я не грязный боец. Но иногда можно там... Когда уж ну совсем, да, Да, никак. когда уже совсем ничего не можешь сделать, можно и грязь сделать чуть-чуть. Ну там, если что, Александр будет за всем следить внимательно. Не позволит. Так, Руслан. Да, давайте. Руслан, хватит читать стихи. Формула помощи, деньги плюс зрелище. За яркий бой не переживай, а за то, что зрителей не будет, боюсь. Я думаю, что вот судя по тому, сколько сегодня просто на пресс-конференцию пришло, я боюсь, что места не хватит на арене. Вот так вот. Ну и стихи, я вам признаюсь, вы тоже красиво читаете, Руслан. Али, последний да? вопрос. Али ударку подтянул. Подтянул? Да, ударку подтянул. На что рассчитываешь? Кто-то, видимо, из болельщиков Руслана вам решил задать этот вопрос. На болевой прием. Али, все туда же, все туда же. Я хоть и борец вольного стиля, я начинал с вольной классической борьбы, потом перешел на боевое самбо. Но меня всегда тянуло к ударной технике. Я хоть и бороться могу хорошо, я призер Дагестана по вольной борьбе, призер первенства России по греко-римской борьбе. Но ударная техника меня всегда притягивала. И я всегда мечтал, что я выйду в профессиональных боксерских шортах, в боксерках, на профессиональный боксерский ринг и побоксирую. Я уже свою мечту исполнил уже в 2013 году. После как раз, кстати, боя Руслана с Тимоти Брэдли. Я через 2 месяца подрался по боксу. Полгода назад, где-то в октябре того года, это больше, да, уже, я провел 2-й поединок. Сейчас мне в декабре предстоит 3-й поединок. Я рассчитываю на свой характер и на свой дух. Ударная техника, она хоть есть и нету разница какая. Если нету духа, то вообще ничего нету. Поэтому зачем такие вопросы задавать? Я боец, который за спиной 500 боев почти. Я рассчитываю всегда на свой характер и на свой дух. Спасибо, Али. Да, Руслан. Вы знаете, еще хочу вот ответить этому человеку, который задал этот вопрос. Вот мне нравится выражение моего промоутера, в поддержку вот Али хочу сказать, который сказал: Руслан, для того, чтобы стать звездой, ты должен выиграть тот бой, который ты обязан был проиграть. Только так становятся звездами. Вот для меня вот этим боем стал бой с Тимоти Брэдли. Я обязан был там проиграть, я был мясом. Ну, вот так получилось. Так что, ребят, возможно, этот бой станет звездным и главным боем в карьере Али. Руслан, вы больше похожи сегодня на бегуна, чем на боксера. Да, согласен. Я сегодня при любых обстоятельствах либо бегу, либо читаю стихи. Я сегодня мирный воин. Так что жизнь прекрасна, ребят, жизнь прекрасна. Я не хочу, еще раз говорю, зацикливаться только на одном. Я хочу развиваться всесторонне. И читать книги, и читать стихи, и возможно, когда-нибудь поучаствовать где-нибудь в спектакле, может быть, сняться в кино. Ребят, жизнь коротка, и она бесценна. И мне хочется попробовать многое. Я не хочу зацикливаться только на одном. Я не хочу быть просто, как вот стереотипы ходят про боксеров. Тупые боксеры. Ребят, я хочу ломать стереотипы. Я человек прежде всего. А человеку может нравиться многое. И я хочу доказывать, что я могу быть не только бездарным боксером в ринге. Я могу читать стихи, я могу пробежаться, я могу, возможно, выйти где-то в спектакле. Это классно, это здорово. Я кайфую сегодня, ребят, я сегодня счастлив. Что такое счастье? Счастье — это то, чем вы являетесь здесь и сейчас. Не надо ничего бояться.
Человек может все, но ему, как правило, мешает лень, страх и низкая самооценка. Мне всегда говорят: Руслан, ну зачем ты это делаешь? А почему нет? Если то, что я делаю, никому не мешает и никому не представляет вреда, почему он должен чего-то бояться? Вот и все, ребят. Я сегодня счастлив, я получаю удовольствие от жизни. И вам я этого же желаю. И Руслан так удочку закинул сразу и режиссером, и сценаристом, если что, вот предложением готов. Друзья, конечно, да. Али, я хотел бы задать вопрос тебе. Ты красиво приехал, Rolls-Royce, Геленваген, куча ребят, друзей твоих, да, там, которые пришли тебя сюда поддержать, но тем не менее ты пришел сюда вот с чемоданом. Вот хотел спросить, что в чемодане там? Просто вот, ну, любопытство такое просто. Али, может, я Подожди. боюсь, что там шуруповерт. Ты чуть-чуть промахнулся. Я думаю, это в конце все это сделать, да, но раз уж такой вопрос задал, я сейчас отвечу, что здесь. Я слышал, у тебя там ремонт дома, да? Сейчас. Подожди. Так, Али. Полезная вещь. Руслан, это тебе. Если у тебя дома ремонт, пользуйся, да, и вспоминай меня, в общем. А сюда, вот в этот чемодан, на, это тоже не забудь. Да, вот этот чемодан, вот еще насадка, подожди. Вот. Где Игорь? Игорь Ким нужен. Где он? Где? Игорь. Где он? Игорь. Видишь чемоданчик? Вот в этот чемоданчик я хочу положить контракт от гориллы и уйти отсюда. Слово за тобой. Я его не закрываю. Все-таки Али будет пользоваться. По Поверь крайней мере, мне. папа точно умеет. Поверь мне, у меня тоже руки под перчатки заточены, но я с ним неплохо справлялся, и ты видел это. Ну еще раз говорю, человек может все, да, возможно, я и научусь благодаря тебе. Спасибо за такой шикарный, замечательный подарок, который в быту всегда пригодится. Ты знаешь, что это? Ну, так, дрель. Что это, кто скажет? Ну, он какой-то маленький, у тебя-то был побольше, блин, пожалел, что ли? Если бы я тот сюда принес, он весит 30 килограмм почти, я бы устал бы по дороге. Ну ты на такой шикарной машине приехал. Нам, конечно, так не жить, а если жить, то недолго, но я буду к этому стремиться. По секрету скажу, это не моя машина. Вот, видите, как в Москве любят, понты дороже денег. А я считаю, что лучше быть, чем казаться. Я тебя поддерживаю в этом, но, видишь, Москва, вот такая вот вещь. Накладывает отпечаток, да. Друзья, ну у нас еще буквально пара видео вопросов. Я сейчас попрошу режиссера их включить. Вопрос к Руслану Проводникову. Если не получится сделать вес, выйдешь ли ты на данную встречу с соперником, который в весе? Если бой состоится, то честно ли это будет к Али? Какой вес, Руслан? Ну, мы еще по весу не разговаривали, но я думаю, Кстати, что... этот вопрос тоже надо поднять. Да. Хороший вопрос, да, на самом деле, потому что по весу мы еще не садились. Я считаю себя профессионалом и дисциплинированным спортсменом, профессионалом. То есть, понимаете, я за свою карьеру, наверное, раза два, наверное, не входил в вес. Ну, с первой попытки, со второй всегда заходил. Поэтому будьте уверены, что вот тот вес, который мы определим, я приду на весах и я его покажу. Потому что, еще раз говорю, я дисциплинированный спортсмен. Мне, да? Да, конечно. Ну, 66, я сейчас вешу 64 килограмма. Мне Чуть-чуть поднабрать. набрать надо, да? Да.
Ну, Александр сейчас скажет, в каком весе. Ну, знаете, я, в принципе, в 66 буду неплохо выглядеть. Просто если будет у Руслана... Какой вес сейчас, Руслан? Сейчас я, в районе 71, 71, 72. 71, Я просто, если 72. сладкое поем, я очень люблю сладкое, это моя слабость. Ну, если ты в 72 выйдешь, я думаю, этот рельефно не Нет, особо нет, будешь нет. выглядеть. Надо, чтобы ты тоже 72 хорошо выглядел. нет, точно нет. 66, 67 точно. Если, будем разговаривать. 65. 64. Не, 64, ребят, куда, блин. Я сегодня, нет. 65 я думаю, что можно будет. Я сладкое люблю, перестаньте. Все, это моя единственная радость, слабость. Вы что, не решайте вы меня ее. Мы попросим сегодня Руслана встать на весы, когда бойцы 10-го турнира выйдут. Руслан, и узнаем точно ваш вес. Давайте следующий вопрос. Привет, Али. Ну и Руслан. Я болею за тебя, Али, но я тут почитала комментарии и расстроилась. Там все пишут, что ты проиграешь. Может быть, проведешь один раунд по правилам ММА и желательно первый. С любовью, Настя. Как мило. Вы хоть предупредили, да, что здесь моя супруга Ладно, присутствует. красней, Спасибо за вопрос, конечно. В чем был вопрос, я не понял. Всего-то надо было. Лицо красивой девушки. Я, кстати, задавал же этот вопрос. Так, и что решили? Я-то решил, да, вперед. А вот слово за Русланом. То есть, если я 5 раундов продержусь, то 6-й раунд по ММА. Так, Руслан. Нет, мы же легких путей не ищем, мы же сильные люди. Зачем нам эти полумеры? Если бокс, значит бокс. Все честно. Тогда первый раунд по ММА, а остальные по боксу. Хоть 10. Слушай, Али, я думала, твоя супруга, ты в прошлый раз с ней приходил. Нет. Нет? Слушай, Ты давай не подставляй здесь. Ну, а как же солидарность, мужская. Ребят, последний, наверное, видео вопрос. Здравствуйте, это Василий Конов из РИА Новости. Мой вопрос Руслану Проводникову. Руслан, в первую очередь расскажи, зачем тебе этот поединок в принципе нужен, и означает ли это то, что ты будешь продолжать свою карьеру и в дальнейшем будешь проводить уже полноценные поединки, или ты все-таки завершишь карьеру? Спасибо. Руслан, давайте на второй подвопрос. На первый вы уже отвечали. Продолжу ли я дальше свою карьеру? Нет, ребят, еще раз говорю, то есть отвечая на вопрос, почему мне это надо, я это делаю, потому что могу. Потому что могу. Вот и все элементарно. Я уже отвечал, уже говорил, что не надо расценивать этот бой как возвращение в ринг. Это вот такой вот просто проект добрый, где мне хочется просто вот сделать что-то доброе и помочь таким образом нуждающимся. Не более того. Я сегодня счастлив, я сегодня сыт, и семья моя сегодня сыта, и я сегодня живу другими вещами, стараясь просто зажигать сердца других людей, которые вокруг меня, делать что-то доброе. И вот этот вот проект «Бой с Али» — это вот как раз-таки то, что чем я живу сегодня. В ринг для того, чтобы продолжать свою карьеру, я не собираюсь выходить. Друзья, ну и самый последний. Есть еще у нас вопрос в видео, Андрей? Да, Привет, есть. Али Руслан. Вот я хотел задать такой вопрос. У Хабиба Нурмагомедова есть свои принципы. Он сказал, что не выйдет на бой, и не выходит. Ему предлагают большие бабки, он все равно не выходит. А у вас вот есть свои принципы, которые вы не переступите за любые деньги? Я не понял, что он Есть сказал? свои принципы, которые вы не переступите за любые деньги. В пример привел Хабиба Нурмагомедова, которому предлагают бешеные деньги за выход в клетку, и он отказывается. Раз уж он объявил. У вас есть принципы, которые вы ни за какие деньги не переступите? Именно в спорте? А во или всем? вообще? Ну, конечно, Не есть. озвучит конкретно. Конечно, есть. Например? Предательство. Ни за какие деньги. Никогда. Дружба, верность. Семья. А что еще? Ну, я не знаю. Ни за какие деньги никогда не продам верность к другу, верность к семье своей. Это, ну, и в спорте, кстати, мне тоже деньги предлагали, чтобы я проиграл. Я тоже не пошел на это. Ну вот, кстати, да. Достойно За аплодисментов. какие деньги? А для чего тогда жить, если ты продаешься за деньги? Это же, ну, не мужское. Об этом много можно говорить. Но
Я думаю, коротко и ясно я пояснил, что никогда нигде не продавался и не собираюсь продаваться. Спасибо большое, Али. Руслан, есть что сказать? Ну что я могу сказать, что да, ребят, вы знаете, сегодня все покупается, продается, но есть вещи, которые не продаются. Это уважение людей. Еще раз говорю, если бы я хотел, я бы сегодня бы дрался, выходил бы зарабатывать. Но я не хочу обманывать людей. Уважение — это самое дорогое, что у нас есть. Вы знаете, я очень часто сегодня езжу, встречаюсь с молодежью, со студентами, со школьниками. И вот один из самых популярных вопросов, которые мне задают, он такой материальный. А вы богатый? Я говорю, ребят, да, я богатый. Но я богат не деньгами, я богат теми людьми, которые меня сегодня окружают. Я вот сегодня то, что у меня есть, это вот благодаря этим людям. Потому что когда я пришел в профессиональный бокс в 2006 году, у меня не было ничего. Я с супругой жил в избушке с печкой. Правда. У меня зарплата была 10 тысяч рублей. Я дрался в кабаках за 100 баксов. И вот, вы знаете, и вот то, что сегодня у меня есть, это вот благодаря вот этим людям, которые вот во время подготовки, когда я приезжал, денег не было, ничего не было, а у моего менеджера, у Андрея Напольского, он тренировал группу здоровьев. И у меня порой 3 переноса было. Я на подготовке в кадетском училище на кровати детской спал, вот 3-4 месяца жил. И меня кормили вот такие простые ребята, просто видели, вот смотрели на меня, говорят, кто-то денег даст, кто-то мясо принесет. И я вот сегодня вот этим людям благодарен. И сегодня то, что я делаю, это вот я стараюсь отдавать в благодарность вот этим людям, потому что нельзя только брать. Те, кто только берут, они наполняют свои ладони. Те, кто отдают, они наполняют свое сердце. Поэтому я вот сегодня живу вот этими вот ценностями. Я благодарен вот этим людям, и вот я не хочу продавать вот уважение этих людей к себе. Это самое дорогое, что у нас есть. Все остальное это мелочь. Спасибо, ребят. Спасибо большое, Руслан, Али. Я благодарю вас, на самом деле, за откровенные ответы. Александр, вас тоже благодарю, Евгений. Александр, ну что, 18 декабря в Москве мы с нетерпением ждем этот бой. Если у вас сможете нам рассказать вот что-то хотя бы уже определенное в карде, кто еще будет присутствовать? Есть арена, это баскет-холл, с которой мы уже забронировали эту дату. Касаемо карда, это будет несколько боев по боксу и где-то 7-8 боев по ММА. Это будут самые яркие представители Лиги Open FC, будут чемпионские поединки. Вот, но, скажем, сказать то, что кто точно выступит, это Инамото, Исубей Инамото, который должен был драться с Шарафом Далатмуродовым. Он подерется 18 декабря за пояс чемпиона в среднем весе. И, конечно же, вот если Эдуард Вартанян сегодня хорошо выступит и захочет продолжить свою карьеру в нашей организации, мы бы с удовольствием ему сделали бы в Москве 18 декабря еще один бой с Маратом Балаевым. Мы ведем переговоры, он буквально недавно закончился у него контракт с Лигой ICA, он стал свободным агентом. Мы разместили, связались с его менеджером, они, в принципе, принципиально тоже готовы подраться. Александр Маслов, чемпион в тяжелом весе, Сергей Романов. Но я думаю, что самые яркие представители организации выйдут, это будет октагон, либо ринг, либо мы сделаем сразу несколько сооружений. Однозначно бой по боксу пройдет в ринге, но и будет еще октагон для того, чтобы бойцы ММА могли полноценно драться в своей среде. Спасибо большое вам за ответ. Я предлагаю уже перейти ко второй части сегодняшней пресс-конференции. Согласны? Готовы? Вторая часть у нас завтра, юбилейный 10-й турнир. Дорогие друзья, ну, позвольте мне, наверное, вот нашу пресс-конференцию, такую добрую, хорошую, позитивную, закончить на позитивной, на поэтической ноте. Можно? Вы знаете, вот сегодня было очень много вопросов таких материальных. Все, как бы, знаете, с таким подвохом. А вдруг, а почему? Да, скорее всего, нет, там врут. А мне хотелось бы рассказать стихотворение моего любимого поэта Сергея Есенина, который как раз-таки написал стихотворение о настоящей ценности. Ребят, послушайте, пожалуйста. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты, земля и выписки равнин, перед этим сонмом уходящим я не в силах скрыть своей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осином, что раскинул ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я на земле продумал, много песен про себя сложил, но на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю точно, не цветут там чаще, не звенит лебяжий шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящим я не в силах скрыть своей тоски. Знаю точно, в той стране не будет этих ив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. Люди, ребята, настоящая ценность, берегите их. Но на этом все, спасибо. На этой поэтической ноте мы на самом деле подпишем контракт, чтобы уже, как я и обещала в самом начале пресс-конференции, получили документальное подтверждение, что бой состоится. Александр, прошу вас. Али, вы должны быть главным свидетелем. Али, перед тем, как сядешь подписать контракт, подумай хорошо, потому что как только ты поставишь здесь подпись, все, обратного пути уже не будет. Подумай. Обратного пути уже Ты во мне нет. сомневаешься, что ли, Руслан? Я уже Партнер подумал. этого турнира уже подписал, деньги будут. Да, Руслан, Али. Особенно то, что мелкими буквами прописано. Ну, Али старается вникнуть, да. Да, рядышком. Спасибо. Все, обратной дороги нет. Аплодисменты. Друзья, ну и face to face. Я все уберу, не переживайте. Да, Александр. А я, можно на общую? Все завидуют мне, девчонки. Особенно та, что на видео. Ну все-таки, почему мне-то такая красивая девушка вопрос не задала? Меня сейчас это мучает. У Руслана супруги нет в зале, он поэтому такой смелый сегодня. Face to face. Зрителям. Ну, аплодисменты. Спасибо вам огромное. Спасибо, да. Спасибо.
Ну что, мы переходим ко второй части нашей пресс-конференции. Руслан, Али, Евгений, я благодарю вас за участие. Сейчас попрошу нашу команду очень быстро подготовить площадку для наших бойцов, а Александра все-таки остаться вместе с нами. Тоже здесь, Сергей, мы ждем вас на площадке.